Привет, друзья! Сегодня я хочу затронуть тему, которая без преувеличения волнует сотни тысяч людей, приехавших в Германию. А дальше расскажу об изменениях для пенсионеров в Германии. Итак, я почти в каждом видео вам рассказываю, как сегодня весь мир переживает череду мощных трансформаций. Геополитическая нестабильность, постоянные экономические встряски и стремительный рывок искусственного интеллекта. Естественно, все эти глобальные процессы не проходят мимо немецкого рынка труда. Он меняется с очень высокой скоростью, заставляя бизнес закрывать одно направление и активно открывать другое. В этой новой реальности тем, кто пока не говорит по-немецки на свободном уровне, приходится особенно непросто. Суровая правда жизни такова. Многие рабочие позиции, на которые еще лет, скажем так, 10 назад можно было устроиться без высокой квалификации и знания языка, сегодня либо постепенно исчезают из-за автоматизации, либо превращаются в вакансии с минимальной оплатой и ограниченными перспективами роста. Однако, друзья, текущая экономическая нестабильность – это как повод для тревоги, так и шанс полностью перестроить свою карьеру. Свежее аналитическое исследование крупного кадровой платформы Stepstone показало интересные цифры. Уже 73% наемных сотрудников в Германии задумываются о смене работы как минимум один раз в месяц. Для сравнения, еще пару лет назад этот показатель держался на отметке в 64%. Люди начинают все чаще осознавать, что в сегодняшних реалиях сидеть годами на одном месте и ничего абсолютно не менять – это тоже серьезный риск. То есть, если вы чувствуете, что уперлись в потолок на текущей работе, возможно, именно сейчас наступил подходящий момент, чтобы сделать этот важный шаг и изменить направление своей жизни. Сегодня жизненный опыт ведущих немецких карьерных консультантов наглядно показывает, что для смены деятельности в большинстве случаев не существует каких-то жестких таких возрастных или социальных барьеров. В работе специалистов по коучингу сейчас встречается много примеров. Успешные проектные менеджеры переходят в активные продажи и становятся торговыми даже представителями. Дипломированные автомобильные инженеры из-за кризисных изменений в автопроме переходят в строительный сектор. И встречаются даже такие случаи, друзья, когда церковный пастор, благодаря своему опыту ведения приходской бухгалтерии, находит себя в аналитическом отделе крупного банка. Представляете, в Германии этот процесс переобучения и смены профессионального направления официально поддерживается государством. Происходит такой себе сдвиг в самой мотивации людей. Известный франкфуртский карьерный коуч Нок отмечает, что жители Германии все реже меняют сферу деятельности просто из-за случайных обстоятельств или банальной скуки на старом месте работы. В текущем 2026 году на первый план выходят более глубокие, осознанные и прагматичные вопросы. Люди ищут профессиональный смысл, устойчивость своей отрасли перед развитием искусственного интеллекта и базовое качество жизни для семьи. Обычно выгорание, скажем так, на работе постепенно уступает место более долгосрочному планированию. Как объясняют специалисты, современные соискатели все реже готовы полностью подстраивать свою жизнь под корпорации. Многие открыто говорят о желании сохранять внутреннее спокойствие, контролировать рабочий график и получать больше удовлетворения от жизни даже в периоды таких карьерных изменений. Люди на самом деле не хотят чувствовать себя перегруженными, выжатыми или постоянно тревожными из-за завтрашнего дня. То есть звучит такая себе философия, конечно, красиво и заманчиво, но фактически переход в новую профессию в Германии – это задача непростая. И радует здесь только одно – инструментов финансового и образовательной поддержки со стороны государства сейчас действительно много, ими можно пользоваться. Стартовым этапом на пути к новой карьере обычно становится честный и глубокий самоанализ себя. Начните с прямого разговора с самим собой. Постарайтесь детально разобрать, какие именно задачи приносят вам искреннее удовлетворение и что именно в текущей трудовой деятельности вызывает наибольшее внутреннее напряжение или даже недовольство.
Карьерный консультант НОК рекомендует пересмотреть привычный взгляд на построение вашей карьеры. То есть многие люди сегодня воспринимают ее как такую, скажем, единую монументальную историю с одним жизненным сюжетом. Но в современных реалиях такая, друзья, фиксация нередко мешает вашему развитию. Для части жителей Германии работа – это прежде всего стабильный способ оплачивать счета, в то время как настоящие интересы могут находиться далеко за пределами офиса. Такой прагматичный подход имеет место и помогает вам снизить лишний стресс при поиске себя. Многие из нас с годами на самом деле привыкают тесно отождествлять собственную личность исключительно со своей текущей специальностью. Но если вы действительно, друзья, решили сломать старые шаблоны, важно взглянуть на свои скрытые таланты под другим углом. Эксперты советуют обратить внимание на то, что вас по-настоящему увлекает в повседневной жизни. Ваша следующая перспективная профессия в Германии вполне может быть связана именно с этими занятиями, которые вы с удовольствием занимаетесь в свободное время. Чтобы запустить этот процесс, полезно ответить на несколько простых вопросов. Вспомните конкретные моменты из прошлого, когда вы чувствовали себя максимально вовлеченными и довольными своей деятельностью. Проанализируйте, что именно тогда происходило вокруг вас. Вы находились в кругу единомышленников, занимались творческими задачами или, например, решали сложные организационные вопросы в поездках. Из этих маленьких деталей и складывается основа для выбора нового карьерного направления. Итак, шаг первый. Точно так же, оттолкнувшись от приятных, скажем так, воспоминаний, важно детально проанализировать и противоположные моменты в вашей биографии. Вспомните прямо сейчас периоды, когда на рабочем месте вам было особенно тяжело. Постарайтесь четко определить, что именно тогда сильнее всего угнетало вас. Или постоянный стресс, например, из-за тех же горячих дедлайнов, профессиональное одиночество или, например, ощущение потери смысла вообще выполняемых задач. Честные такие ответы на эти вопросы становятся важным вашим внутренним ориентиром, который вам помогает лучше понять, какая сфера деятельности может подойти вашему психотипу, а какие вакансии на немецких сайтах по поиску работы лучше обходить даже стороной. В кадровой аналитике большую роль играет долгосрочное стратегическое планирование. Эксперты рекомендуют сегодня представить в воображении детальную картину того, какой вы хотите видеть свою повседневную жизнь через 5, 10 или даже, друзья, 20 лет, а затем максимально прагматично просчитать, какие конкретно шаги нужно предпринять на рынке труда уже сегодня, чтобы двигаться в этом направлении. На этом этапе абстрактные мечты сталкиваются, конечно же, с экономическими реалиями и прогнозами развития индустрии. Например, если для вашей семьи на первом месте стоит именно финансовая стабильность и базовый доход, то выбор творческой карьеры, независимо, кстати, от копирайтера или фрилансера в эпоху активного развития нейросетей, может оказаться довольно рискованным. С другой же стороны, если вы планируете рождение детей в ближайшие годы, стоит заранее, то есть до смены работы, подумать, насколько совместима спокойная семейная жизнь с новой профессией, требующей постоянных разъездов, например, по федеральным землям или длительных командировок за границу. Дальше, шаг второй. Германия по праву считается, вы знаете, одной из самых комфортных стран в мире для тех, кто решился кардинально сменить сферу деятельности и начать все, скажем так, с чистого листа. Государственные социальные фонды выделяют на эти цели немалые бюджеты, поэтому главное здесь четко вам понимать, в какие двери стучать и какие именно льготы можно запросить у чиновников. Первым делом вам необходимо официально записаться на развернутую индивидуальную консультацию в агентство по трудоустройству. Проще, быстрее всего сделать это через их центральный интернет-портал или по бесплатному сервисному телефону горячей линии. На этой первой встрече профильный инспектор обязан подробно разъяснить вам все доступные варианты государственной поддержки, исходя из вашего текущего статуса, образования и уровня владения немецким языком. Самым мощным и ценным финансовым инструментом во всей этой системе является специальный образовательный ваучер, который, кстати, выдает местная биржа труда.
Особенность этого документа в том, что он дает почти полное покрытие расходов на новую квалификацию. То есть государство берет на себя оплату стоимости курса переобучения, которое в сертифицированных немецких академиях может доходить примерно до 15 или даже до 20 тысяч евро. Более того, этот ваучер дополнительно может компенсировать сопутствующие транспортные расходы на проезд до места учебы и частично покрыть ваши затраты на детский сад или няню, если вам не с кем просто-напросто оставить ребенка на время лекций. То есть фактически вы сегодня получаете востребованную специальность на рынке Германии при существенной поддержке государства. Дальше, наряду с оплатой учебы ведомство активно субсидирует профессиональный карьерный коучинг и оказывает поддержку тем согражданам, кто мечтает открыть собственный независимый бизнес. Для начинающих предпринимателей в Германии предусмотрен специальный стартовый грант. Это такая себе денежная субсидия выплачивается новоиспеченному бизнесмену на протяжении первых 6 месяцев, полгода после регистрации дела. Она помогает человеку покрывать личные бытовые расходы и платить за медицинскую страховку, пока его собственный коммерческий проект только встает, скажем так, на ноги и начинает приносить первую прибыль. Этот стартовый грант рассчитан на тех жителей страны, кто осознанно принимает решение уйти из найма в свободную самозанятость и открыть собственное дело. Финансовая механика программы выстроена достаточно четко. На протяжении первых месяцев вам будут стабильно выплачивать базовую сумму, которая соответствует вашему официальному пособию по безработице. Вдобавок, друзья, к этим деньгам ведомство ежемесячно добавляет фиксированную сумму в размере 300 евро, предназначенную именно для самостоятельной оплаты медицинской страховки и взносов в социальные кассы. Именно такой вот подход дает начинающим предпринимателю время и возможность спокойно встать на ноги, наладить контакты с первыми клиентами и, соответственно, запустить рекламу, не испытывая постоянного давления базовых расходов. Но если же вы предпочитаете не зависеть от мнения конкретного чиновника на бирже труда и хотите самостоятельно разобраться во всех существующих образовательных возможностях, стоит зайти на специализированный государственный интернет-портал MeinNow. Это такой себе единый онлайн-сервис Министерства труда Германии, запущенный в рамках цифровизации ведомств. На этом цифровом ресурсе собраны в одном месте все основные инструменты для построения новой карьеры, то есть пошаговые советы по составлению резюме, доступны региональные варианты финансирования, прямые контакты сертифицированных консультантов и тысячи актуальных программ переобучения по всей стране. Информация регулярно обновляется и включает предложения как государственных учебных центров, так и от частных академий, что, соответственно, позволяет вам, как соискателю, сравнивать варианты и выбирать для себя наиболее востребованное направление обучения. Как только заветный образовательный ваучер оказывается у вас на руках, наступает время для выбора подходящего учебного заведения. На немецком рынке образования работает несколько крупных сертифицированных организаций, которые специализируются именно на подготовке специалистов с нуля. Отличным примером современной гибкой системы обучения выступает Академия. EU Academy. Эта структура представляет соискателям полностью дистанционные онлайн-программы в самых востребованных и высокооплачиваемых отраслях, от информационных технологий и цифрового дизайна до современного маркетинга и менеджмента в сфере здравоохранения. При этом, друзья, несмотря на удаленный вот такой вот формат лекций, Академия имеет официально физические филиалы и экзаменационные центры более чем в 600 городах по всей стране, что позволяет, соответственно, вам, как студентам, при необходимости получать очные консультации. Если же ваша главная цель – разработка и IT-сектор, стоит обратить внимание на школу Neue Fische. Эта организация делает сегодня ставку на интенсивные буткемпы. Программа представляет собой такие короткие, но достаточно насыщенные практические курсы, где людей без технического бэкграунда за 3 или 4 месяца ежедневных занятий готовят к уровню младших программистов и аналитиков данных, способных проходить собеседование в немецких IT-компаниях.
Для тех же, кому помимо учебы требуется языковая адаптация и поддержка при интеграции, подойдет Центрально-немецкий институт квалификации МИКР. Данное учреждение ориентировано именно на профессиональную поддержку людей с опытом миграции и помогает им адаптировать свои навыки под стандарты именно локального рынка. Отдельно в веб-разработке и созданием программного обеспечения занимается международная платформа Код-Институт. Все их обучение происходит именно в цифровом формате и выстроено по пошаговым методикам, рассчитанным именно на тех, кто приходит в сферу кодинга из других гуманитарных или рабочих направлений. При этом к выбору конкретного образовательного провайдера можно подходить с критическим анализом. Например, суровая экономическая реальность такова, что в последние годы некоторые частные учебные центры в Германии сталкивались с финансовыми трудностями, из-за чего студенты оказывались в сложных ситуациях. Карьерный консультант НОК настоятельно советует не поддаваться на агрессивную рекламу и не торопиться с подписанием договора. Прежде чем отдать свой ваучер школе, важно детально выяснить, как построена ежедневная программа. Есть ли у преподавателей реальный опыт работы в немецком бизнесе? Какие истории успеха есть у выпускников и в каких компаниях они действительно работают сегодня? Отдельный и очень важный блок нюансов касается тех жителей Германии, кто в рамках смены профессии всерьез задумывается о получении классического высшего образования в государственном университете. Здесь соискатели из стран не Европейского Союза часто ждет жесткое бюрократическое столкновение с немецкими правилами. Суть состоит в том, что в Германии подавляющее большинство магистерских программ юридически являются строго последовательными. В жизни это означает, что вы имеете право поступить в местную магистратуру только по той конкретной специальности, по которой у вас уже есть официально подтвержденный диплом бакалавра. Например, если ваш первый диплом выдан по направлению история или филология, приемная комиссия немецкого вуза с высокой вероятностью откажет вам при попытке подать документы на магистратуру, например, по психологии, экономике или информационным технологиям. В этом и заключается важное отличие Германии от образовательных систем тех же Соединенных Штатов Америки или Великобритании, где университеты смотрят на профиль кандидата более шире и допускают более гибкую смену направлений между ступенями обучения. Немецкая же система в этом плане более консервативна. То есть, если вы столкнулись с такой ситуацией, у вас остается два пути. Либо заново поступать на первый курс немецкого бакалавриата и учиться 3-4 года, скажем так, с нуля, либо воспользоваться одной альтернативной возможностью, о которой знают далеко даже не все. Этот альтернативный путь – это такой себе официальный статус вольнослушателя. Данный юридический статус позволяет человеку легально посещать университетские лекции и семинары без прохождения сложного конкурса и без официального зачисления в состав студентов. То есть, в зависимости от правил конкретной федеральной земли, такая опция предоставляется либо бесплатно, либо за символическую пошлину в размере около 20-40 евро за семестр. Полноценного государственного диплома по окончании таких курсов вы, конечно же, не получите, но это экономный способ и изнутри изучить интересующую область науки, завязать профессиональные знакомства со студентами и преподавателями, а также понять, подходит ли вам вообще это направление. На некоторых факультетах вольнослушателям по итогам семестра даже выдают официальный академический такой сертификат с оценками за тесты. Чтобы узнать, какие предметы открыты для свободных посетителей в вашем регионе, лучше всего написать электронное письмо координаторам учебных программ выбранного университета. И четвертый шаг в процессе карьерной перезагрузки – серьезная ошибка будет игнорирование локальных ресурсов поддержки, которые работают, кстати, непосредственно в вашем городе. В крупных мегаполисах Германии развернута целая сеть специализированных бесплатных консультационных центров. Например, в Берлине очень успешно функционирует проект JobPoint, куда любой человек, каждый из вас может просто прийти с улицы и получить помощь в составлении резюме или подборе актуальной вакансии.
В Мюнхене аналогичную поддержку на высоком уровне оказывает муниципальная программа по обеспечению занятости женщин и мигрантов MBQ и городская служба Make It In München. Эксперты этих организаций хорошо знают специфику именно локальных работодателей и помогают вам как соискателям быстрее сориентироваться с требованиями конкретного региона. Если же вашим главным камнем преткновения все-таки остается немецкий язык, карьерный консультант НОК настоятельно рекомендует обратить внимание на интеграционную организацию SocialBee. По его словам, государственное финансирование стандартных языковых курсов от ведомств в последнее время ощутимо сократилось, поэтому людям с миграционным прошлым все чаще приходится искать именно поддержку у независимых некоммерческих фондов и частных социальных проектов, а не рассчитывать исключительно на помощь чиновников. Что касается непосредственного поиска открытых позиций, эксперт советует не ограничиваться одной лишь популярной платформой LinkedIn. Рынок цифровых инструментов активно сегодня развивается, и один из клиентов НОКа, кстати, столкнувшись с неудобством стандартных поисковиков, даже разработал собственный агрегатор JobList, который позволяет соискателям быстро фильтровать и собирать в один поток свежих вакансий с множества немецких сайтов одновременно. Вдобавок к этому, друзья, важно помнить о существовании скрытого рынка труда. Это большой такой пласт реальных и высокооплачиваемых вакансий, которые компании не всегда просто-напросто публикуют официально, а закрывают через личные рекомендации и профессиональный нетворкинг. В таких случаях решающее значение приобретают ваши социальные связи второго и третьего круга. То есть, что я имею в виду, это друзья друзей, бывшие коллеги по прошлым проектам и знакомые по совместной учебе. Именно через этот человеческий канал в Германии часто и происходят неожиданные предложения по работе. Поэтому имеет сегодня смысл периодически напоминать о себе людям из вашего прошлого. Этот шаг может стать одним из самых быстрых путей к новой профессиональной траектории. Но на этом еще, друзья, не все. Я подготовил также важную информацию для пенсионеров Германии, потому что сегодня трудовые ориентиры и вопросы карьерного роста тесно связаны со стабильной пенсионной системой. И это новость, которую с нетерпением ждут миллионы жителей Германии. Совсем скоро стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента в Германии официально поднимется до отметки 42,52 евро. Для большого числа пожилых граждан государственные выплаты по старости остаются ключевым, а для некоторых, кстати, и основным источником существования. И именно поэтому ежегодные правительственные отчеты об индексации вызывают такой общественный резонанс. В текущих экономических реалиях, когда коммунальные счета и цены на базовые продукты питания, вы видите, в супермаркетах стабильно держатся на высоком уровне, любая финансовая прибавка становится критически важной для сохранения привычного уровня жизни старшего поколения. Официальный запуск, напомню, данной программы перерасчета намечен на лето с 1 июля 2026 года. Порядка 21,5 миллиона пенсионеров по всей стране начнут получать повышенные переводы на свои банковские счета. Государственные выплаты будут проиндексированы ровно на 4,24%. В абсолютных числах стоимость одного заветного пенсионного балла вырастет с прежних 40,79 евро до новых 42,52 евро. То есть прибавка составит 1,73 евро за каждый накопленный за годы карьеры балл. Ключевым экономическим драйвером этого повышения стал рост средних заработных плат занятого населения. Кабинет министров Мерца уже утвердил этот проект, и теперь для окончательного вступления закона в силу осталось дождаться формального голосования представителей федеральных земель в Бундесрате. Однако, друзья, за процентами всегда скрывается суровая бытовая математика, и у многих возникает совершенно логичный вопрос, а сколько именно денег из этой летней надбавки реально дойдет до кошелька обычного человека?
Ведь с любой начисленной суммы государство, вы знаете, в Германии удерживает обязательные взносы на медицинское страхование и социальный уход. А для части граждан прибавка может повлечь, как я раньше рассказывал, обязанность уплачивать подоходный налог. Поэтому, чтобы понять, кому эта реформа принесет максимальную пользу, необходимо вспомнить нам с вами базовые принципы работы системы. В Германии итоговый размер выплат рассчитывается по строгой математической формуле, где ключевым элементом выступает динамика доходов работающего населения. Такая привязка создана именно для того, чтобы доходы пожилых людей успевали за темпами развития экономики и, соответственно, следовали за уровнем благосостояния тех, кто еще продолжает активно трудиться на предприятиях. Для наглядности давайте с вами переведем эти абстрактные, скажем так, проценты в конкретные осязаемые суммы в европейской валюте. Для граждан, которые честно отработали в Германии ровно 45 лет, получали среднюю по стране заработную плату и добросовестно перечисляли все отчисления в фонды, чистая надбавка составит около 77,85 евро в месяц. В официальной немецкой статистике такую категорию граждан принято называть стандартными пенсионерами. Официальные данные об этом эффекте приводит Министерство труда и социальной защиты Германии. То есть сам по себе индивидуальный пенсионный коэффициент является главным кирпичиком и ключевой единицей при расчете обеспечения по старости. Государство ежегодно фиксирует, сколько именно стоит один такой пенсионный балл в денежном эквиваленте. Дальше математическая логика здесь предельно проста. То есть, чем больше коэффициента вы накопили за все десятилетия своей профессиональной карьеры, тем выше базовая пенсия вы получаете на руки и тем больше становится эффект от очередного летнего повышения. Именно поэтому абсолютный размер прибавки в евро у жителей страны будет индивидуальным, да, друзья, то есть кто-то получит дополнительно 30 евро, а кто-то увидит увеличение сразу примерно на 100 евро в месяц. На фоне таких масштабных денежных перерасчетов в стране активизируются и случаи, внимания, мошенничества, нацеленные на сбережение пожилых людей. Поэтому буквально вот на днях Европейский потребительский центр совместно с ведомством немецкого пенсионного страхования выступили с официальным предупреждением о появлении поддельных бумажных выписок и электронных писем, имитирующих государственные бланки. Запомнили? Злоумышленники пытаются под предлогом оформления летней прибавки получить доступ к вашим банковским данным и номерам счетов. Поэтому всем гражданам нужно проявлять предельную бдительность и не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам. Но есть в этой истории одна железобетонная позитивная новость для вас, гарантирующая стабильность. Новый номинальный размер пенсии в Германии не может уменьшаться ни при каких обстоятельствах. В немецком законодательстве закреплена пенсионная гарантия. Это такой юридический, скажем так, механизм защиты пожилых людей от любых принудительных сокращений выплат, даже если общая экономическая ситуация в стране ухудшается, а средние зарплаты начнут, например, снижаться или стагнировать. Поэтому Министерство труда подтверждает, что этот социальный механизм продолжит обеспечивать предсказуемость ваших выплат и финансовую стабильность для всех пенсионеров. Чтобы окончательно нам с вами разобраться в реальном финансовом эффекте, давайте детально просчитаем на конкретных примерах, как именно это июльское повышение отразится на кошельке обычного человека, нас с вами. Общий процент индексации зафиксирован, как я сказал, для всех без исключения на одной отметке в 4,24%, но в реальных чистых деньгах прирост будет различаться. Если разложить брутто показатели по полочкам, то математическая картина выглядит следующим образом. Граждане, например, с базовой пенсией в 1000 евро получат номинальную надбавку в размере, соответственно, 42,40 евро. И их новое начисление составит, соответственно, 1042,40 евро в месяц. При исходной выплате, например, в 1200 евро, ежемесячный плюс составит 50,88 евро, а итоговая сумма 1250,88 евро.
Те же из вас, кто сейчас имеет доход, например, в 1500 евро, увидят прибавку в 63,60 евро, что поднимет уровень до 1563,60 евро. При обеспечении вашей пенсии в 1800 евро прирост составит 76,32 евро и с итоговым результатом в 1876,32 евро. Ну а обладатели максимальных начислений в 2000 евро могут рассчитывать на брутто-прибавку 84,80 евро, что увеличит их ежемесячный итог соответственно до 2084,80 евро. Однако, друзья, здесь наступает важный и отрезвляющий, скажем так, момент. Не все начисления государством суммы полностью доходят до конечного распределения граждан. Из каждой повышенной суммы социальные ведомства продолжают удерживать обязательные взносы на медицинское страхование и страхование по долгосрочному уходу. Суровая экономическая реальность такова, что в последние годы тарифы этих касс в Германии, я вам рассказывал, выросли существенно. Из-за этого многие пожилые граждане сталкиваются с тем, что их расходы на страховку увеличиваются на ощутимые суммы в год. Такая нагрузка частично снижает итоговый тот эффект от летней индексации. Вдобавок ко всему действует налоговое законодательство Германии. Напомню, из-за роста доходов часть пожилых людей в текущем 2026 году может впервые приблизиться к порогу необлагаемого минимума и формально стать налогоплательщиками, обязанными подавать декларацию в налоговую инспекцию. Особую внимательность здесь нужно проявить и тем малообеспеченным гражданам, кто получает базовое обеспечение в старости. По закону, эта повышенная в июле пенсия может быть частично или полностью учтена при расчете текущих социальных выплат. Таким образом, в итоге фактическая чистая прибавка, которую человек сможет реально использовать, может оказаться меньше брутто-цифр, заявленных в официальных индексациях. Для пожилых людей важным облегчением станет тот факт, что вся процедура перерасчета в Германии проходит в полностью автоматическом режиме. Абсолютно никаких от вас заявлений, анкет или обращений в государственные органы писать не нужно. То есть ведомство немецкого пенсионного страхования самостоятельно выполняет всю расчетную работу. Но, друзья, между тем финансовые аналитики напоминают, что ошибки при долгосрочном планировании и незнание налоговых и страховых нюансов ежегодно обходятся многим немецким пенсионерам в существенные суммы. Давайте досконально разберем реальную скажем так, математику на конкретном и самом распространенном жизненном примере. Возьмем среднестатистического человека, который на сегодняшний день получает пенсию ровно 1500 евро в месяц до вычета всех обязательных сборов. После официальной летней индексации на 4,24% его ежемесячное начисление увеличится еще на 63,60 евро, что в итоге составит 1563 евро 60 центов брутто. На первый взгляд сумма прибавки выглядит вполне существенно для покрытия текущих бытовых расходов. Но после начисления этой суммы начинается применяться обязательные страховые взносы. Во-первых, на медицинское страхование может приходиться около 5,18 евро. Во-вторых, на страховку по долгосрочному уходу удерживается еще порядка 2,29 евро. То есть в сумме это составляет уже около 7,47 евро. Таким образом, из тех первоначальных, о которых я сказал, 63,60 евро брутто прибавки, и немалая часть уходит на обязательное удержание, и в итоге чистый прирост уже составляет примерно 56,13 евро, что наглядно показывает разницу между брутто и фактической суммой, доступной для расходования. Дальше, в зависимости от вашей индивидуальной фискальной ситуации и присвоенного налогового класса, итоговый чистый остаток на банковской карте может оказаться тоже немного меньше. То есть, в любом случае, друзья, большинство пожилых граждан формально выигрывают от этого летнего перерасчета, поскольку начисления в любом случае увеличиваются. Однако точный тот персональный размер прибавки в евро напрямую зависит и от того, какое именно количество индивидуальных коэффициентов человек сумел накопить за все годы своей официальной трудовой деятельности.
Этот показатель у каждого жителя страны абсолютно индивидуален. Именно так детально разъясняют текущую ситуацию ведущие специалисты ведомства немецкого пенсионного страхования. Однако, несмотря на масштабные бюджеты изменений, многие пожилые люди сегодня в Германии воспринимают эти реформы без особого энтузиазма. Да, если изучить официальные документы, государственные выплаты по старости демонстрируют существенно стабильный рост, и так и есть. Но в реальной повседневной жизни, кстати, базовые расходы, будь то та же аренда жилья, коммунальные платежи, отопление или лекарства, да, также остаются высокими или продолжают расти. Поэтому особенно ощутимо это для тех граждан, у которых исходная пенсия и без того была, скажем так, скромной. Для них сегодня часть прибавки может фактически компенсироваться текущими расходами и общим ростом цен в розничных сетях. На этом наш подробный, друзья, аналитический выпуск на сегодня полностью завершен, а завтра, кстати, я снова буду ждать вас здесь же на нашем канале со свежей порцией самых важных новостей. Если вам понравился сегодняшний разбор, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и спасибо за просмотр до самого конца.